очередное это изделие сделали. Это камин, или имитация камина, каминный портал, как хотите называть. Вот. Это из массива. Это массив сосны и березы. То есть столешница сделана из березы, а сам камин, все элементы сделаны из сосны. Ну, есть элементы дуба, как вот этот плинтус. Вот. Внутри обшиты панелями, ПВХ, что ли? МДФ. МДФ, да. По панелями МДФ. Вот. Ну, камин еще не доделан. И будет еще решетка доделываться. Ну и там что-то будет еще. Так, вот основание камина выполнено из бруса. Брус 100 на 150. Ну и сверху вот фрезой выбран вот такой вот рисунок. Вот это вот основание. Два бруса, и вот этот брус соединяется. Вот. Дальше поставлено вот это основание. Еще на одно основание. Вот эта доска на 40. Вот так, также фрезой обкромлен. Вот. Ну, здесь вот на стенках выбран такой вот типа колонн, имитация. Вот. Под столешницей такой карнизик небольшой, несложный в изготовлении. Вот. То есть поперек это конусной фрезой пройдено. Ну а снизу такой же вот большой фрезой, как и снизу основания. Ну и на это на все накладывается столешница. Так, ну здесь вот небольшой такой тайничок есть. Здесь большое пространство. Этот тайничок не так просто открыть. Вот. Обработано все это пропиткой Сайтексом. Не очень удачное было решение. Вот. Из-за того, что Сайтекс не больно хорошо ложится сам по себе на древесину, он долго сохнет. Хотя в столярке там хорошая температура, там около плюс 15-20 градусов. Вот. И он как бы подрывает нижний слой. Вот. Соответственно, приходилось мне перекрашивать столешницу и вот лицевую ту сторону. Снимать обшивку, покрытие, и лачить заново. Вот. Цвет дуб. Вот так более-менее покрасил им.
дальнейшем надо, конечно, переходить на более качественные покрытия, более дорогие. Это морилки и мебельные лаки. Вот. Ну, здесь основание еще подсохнет. Все это будет зашкуриваться и полироваться, чтобы убрать вот эти вот все недочеты. Ну вот, как бы такое-то изделие получилось. Были свои сложности изготовления. Вот. Ну, все решимо. Еще несколько фотографий данного камина. Такой вот обзорчик получился у нас. Благодарю всех за внимание, друзья. Оценивайте видео, комментируйте. Подписываемся на канал, если интересна данная тематика. И ставим колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. На этом все, друзья. Всем добра и всем пока.